Мне 17, я уже успела побывать в Корее, в Китае, в Японии и Франции. Кстати, мы знаем, что у тебя была съемочка с одной знаменитостью. Я приехала от клетки. Да, я в Корею поеду Да. только ради этого. Представляете, там есть музей фекалий. Та-та-та-та. Пу-пу. Привет, меня зовут Соня, и я модель в украинском модельном агентстве Protege Models. Привет, меня зовут Лена, и я тренер в Protege. Привет, меня зовут Саша, я тоже из Украины, профессионально работаю в Европе и в Азии. Сегодня мы возьмем интервью у Саши и узнаем о ее опыте моделинга в Корее. Кстати, Саша, сколько тебе лет и где ты успела побывать помимо Кореи и Украины? Мне 17, я уже успела побывать в Корее, в Китае, в Японии и Франции. В Корее это была моя самая первая поездка и вообще первый полет, все, что могло только быть. Расскажи про свою первую работу. Первая работа у меня была очень интересная. Я снималась с попугаем. Да. Попугаем. Я приехала, и я сразу понимаю, что стоят клетки. Я вижу попугаев, я думаю, что это просто декорация. Он лазил по мне вот так вот, обкусал все уши, вот постоянно куда-нибудь летал. Хорошо, что хоть не нагадил на меня. На самом деле с попугаями работать это сущий ад. Я, кстати, с лошадьми тоже работала. Кстати, в Корее тебя спрашивали, правда ли, что Ким Тахи работает в колледже? Это очень смешно. Да, я слышала об этом слухе, но лично меня никто не спрашивал. Кто такая Ким Тахи? Это известная корейская модель, и она считается иконой стиля в Корее, на нее все равняются. Вау, у нее что, ферма в Украине? Нет, имеется в виду, что у нас очень много красивых девушек, и такое чувство, что она повсюду, даже в деревне. Украина известна за рубежом благодаря Миле Йовович, Шарлиз Терон. У них у всех присутствуют украинские корни. Ну вот, теперь мы знаем правду, что в Украине модели не так уж и часто работают в полях. Кстати, мы знаем, что у тебя была съемочка с одной знаменитостью. Можешь рассказать о ней? Да, это была знаменитая корейская певица. Мы снимались на рекламу ногтей накладных. Мы думали, что мы закончим все очень быстро. Все девочки уже уехали, я осталась до 4 утра. До 4 утра. А на следующий день у меня была работа в 8 часов, мне уже надо было вставать. Я приехала домой, естественно, я увалилась спать, потому что я работала, я очень устала. И мне звонит по телефону букер и просто в трубку: «Саша, не закрывай глаза, пожалуйста, не закрывай глаза, открой глаза». Я просто, я просто так, Он звонит девочке, которая живет со мной в комнате, и просто просит ее: «Вика, пожалуйста, разбуди Сашу, подними ее, я тебя очень прошу, сделай это как-нибудь». И она просто, знаете, что она сделала? Она просто вылезла вот так вот, у нас была двухэтажная кровать, она спала на 2-м этаже, она просто: «Саша, вставай, я хочу спать». А что в Корее есть такого, чего нет в Украине? Представляете, там есть музей фекалий, и я хотела туда попасть 3 раза, но ни разу не могла туда попасть. Там есть при этом музее кафешка, где тебе приносят еду в туалете, булочки в виде того самого. Почему? Да, и на самом деле я очень хотела туда попасть, потому что у нас такого ты нигде не найдешь. А вы бы хотели сходить в этот музей? Да, я в Корею поеду Да. только ради этого, серьезно. Я бы хотела бы, но это Заказывай реально, билеты. это очень необычно, но прикольно. Мне нравится эта идея. Как вы думаете, в Украине это было бы популярно? Ну, у нас такое можно и не без музея увидеть на улицах нашей страны. Вообще, но я думаю, да, это было бы интересно. На самом деле, мое мнение, что не было популярно. Люди, потому что у нас не тот менталитет. Ну что ж, на этом все. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждем следующего видео. Всем пока!